Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 7 октября, поговорим о том, что сегодня нужно обязательно сделать, что за практику нужно провести на привлечение достатка, благополучия. Также мы уделим внимание народному календарю и народным приметам на 7 октября. Обязательно уделим внимание лунному календарю на 7 октября и поговорим о том, что ждать от этого дня. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца для того, чтобы знать, как использовать энергетические потоки этого дня, а также и весь день во благо себе. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, сегодня у нас по народному календарю 7 октября. И сегодня отмечают Феклу Запредальницу. А вот в эту дату принято вспоминать ранее христианскую святую Феклу Иконийскую. Православная церковь в этот день почитает память первомученицы Феклы, последовательницы апостола Павла, которая перетерпела много страданий за свою святость и девичью чистоту. В народе этот день прозвали Феклой Запредальницей, поскольку именно с сегодняшнего вечера женщины брались за прядение. На Феклу Запредальницу 7 октября мужское население проводило время за молотьбой зерна с огнем в авине. Сделать это доверялось старейшему и опытному человеку. Первоначально колотили со снопа, все время хранившегося в углу под иконами, который называли зажинным. Из полученной муки выпекали хлеб, который делился только между членами семьи. Если что-то оставались, то обязательно давали домашнему скоту и птице. По народным приметам, этот хлеб дарил удачу и достаток семье. Вечером этого дня отмечали овинные именины. Хозяин накрывал для своих подопечных щедрые столы, на которых обязательным блюдом была каша, а также колбасы и пироги с грибами. Сам хозяин садился во главе стола и ел наравне со своими подопечными. После обильного застолья все веселились, пели песни и танцевали. А женщины начинали 7 октября именно уже прясть. Согласно поверью, сегодня вместе с нитками прялась и удача в делах дома и семьи. Сопровождалось это действо пением и рассказами. Считалось, что все завязанное в день Феклы Запредальницы никто развязать не сможет, поэтому на эту дату часто назначали свадьбы. На этот счет даже бытовала одна народная примета, что тогда супруги проживут счастливую, долгую и радостную жизнь. Главная гостья этого торжества была замужняя женщина по имени Фекла. Она весь день ходила по свадьбам, где ее сажали между молодыми, подчевали, а после просили благословить на крепкий союз. Гостья связывала молодоженам красной нитью руки, а после свечой капала сверху узла. После родители новоиспеченных супругам давали Фекле монет и пирогов и с почетом выводили за двери, чтобы потом разрезать нить на 2 половинки. Одну вешали свекровь на руку невесте, а вторую теща жениху. Молодые носили эту нить в течение месяца, а потом прятали в укромное место, чтобы никто не нашел, так как через эти нитки можно было навести порчу на семейное счастье.
Дни уже становились короче, а ночи все длиннее, поэтому на Фёклу старались больше времени проводить на улице, чтобы порадоваться деньгам, убегающим лошадиным галопом. 7 октября ходили, трижды осенив себя крестным знамением, чтобы леший не украл, в лес по белые грибы. Очень радовались боровикам. Готовили из них вкусные пироги или жарили с картошкой. На Фёклу заканчивали и уборку свеклы, поэтому основным блюдом на столе в этот день был именно борщ. Попробовать его приглашали и близких, и родных, а также сегодня угощали нищих. Тем, кто хочет сделать сегодня свою жизнь счастливой и удачной, кто старается соблюдать древние запреты, чтобы не навредить себе, своим родным и близким, нужно помнить обязательно народные приметы, которые говорят нам о том, что ни в коем случае нельзя делать 7 октября, в день Фёклы Запредальницы. Поэтому 7 октября ни в коем случае нельзя грустить, лить слезы и бездельничать, иначе можно просто остаться без денег. А вот для улучшения материального положения 7 октября нужно заняться обязательно рукоделием, потому что раньше женщины принимались за прядь, которая сопровождали веселыми песнями. А мы с вами сегодня можем провести практику также для улучшения нашего финансового положения с помощью красной нити. Итак, берем красную нить, шерстяную нить. И перед тем, как завязать нитку, обязательно прочтите любую молитву. Знаете молитву «Отче наш», читайте молитву «Отче наш». Знаете какую-то другую молитву, произносите молитву, ту, которую вы знаете, но именно наизусть. Если по какой-то причине вы не знаете ни одной молитвы, а такое ведь бывает, правда? В таком случае произнесите те слова, которые будут идти от вашего сердца. И далее. Нитку должен завязать человек, которому вы доверяете. Поэтому желательно, если вы попросите самого близкого человека завязать вам ниточку, и вот именно эту нитку нужно завязать на левом запястье. Попросите обязательно, чтобы это был человек, который, знаете, он сам по себе идет всегда с удачей. Нету такого человека. Пусть вам завяжет тот человек, кому вы просто доверяете и искренне верите. Почему именно на левом запястье? Считается, что именно денежная энергия идет к нам именно через левую ладонь. И в то время, как будут завязывать узелки, а вам их нужно 7 узелков завязать, скажите про себя на каждый завязанный узел следующие слова. Я привлекаю деньги и увеличиваю свой доход. И скажите на сколько раз, там, 2 раза, в 3 раза. Как только последний узел будет завязан, то бишь 7 узел, скажите следующее: дело сделано, да будет так. И после этого искренне поблагодарите человека, кто помог вам и поделился своим успехом. Большая просьба, когда вы будете ниточку именно красную иметь и завязывать, после того, как вам завяжут 7 узелков, все остальное нельзя отрезать ножницами, поэтому изначально просчитайте, сколько вам понадобится красной нити. И обращаю ваше внимание, что эта красная нить со временем сама исчезнет. То ли она порвется, то ли еще что-то с ней случится, но на нее не обращайте внимания и старайтесь не привлекать также чужого внимания к этой красной ниточке. Давайте дальше поговорим о том, вы знаете, считалось даже в народе, что благодаря тому, что вы можете сегодня заняться, вот что-либо сделать еще и с нитками, да, и в таком случае в вашей жизни может поселиться финансовая стабильность и благополучие. Если у вас нет времени что-либо делать с нитками, там, шить, вязать, хотя бы возьмите иголку с ниткой и покрутите в руках и скажите: удача со мной, успех со мной всегда и везде. И тогда считается, что вместе с нитками придет и успех, и удача.
В современном мире, конечно, если вы не хотите вышивать, вязать, тогда вечером уже 7 октября вы можете тогда сделать другую практику. Что это за практика? Вы просто можете всей семьей, например, собраться за столом, накрытым вкусными блюдами, и поговорить о хороших каких-то делах, планах или проектах. И обязательно благодаря этому вечеру вас подтолкнет, и высшие силы направят на что-то важное и интересное в вашей жизни. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не нужно пускать через порог входной двери представителей социальных и коммунальных служб, а также соседей. И желательно, чтобы в день Фёклы Запредальницы за ужином собрались все, которые живут в доме. И тогда весь год у вас не будет никаких проблем. И не просто проблем, а также не будет проблем, связанных с отношением с вашими родственниками. Если вы планируете свадьбу 7 октября, или кто-то из ваших друзей планирует, то очень хорошо именно назначить на 7 октября. Потому что считается, что по народной примете, все, что завязано в день Фёклы Запредальницы, никогда не развяжется, а значит, и супруги проживут долгую и счастливую жизнь. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 7 октября 2021 года. Обращаем ваше внимание, что сегодня нас ожидают первые и вторые лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Весы. Сегодня самый счастливый день месяца для воплощения в реальность амбициозных задумок и перспективных проектов. День, когда вам нужно проявить щедрость, уделить обязательно внимание своему телу и здоровью. В этот день старайтесь не злиться, не жадничать. Хороший день и для того, чтобы освободиться от ненужных вещей. Сделайте кому-то подарок. Все ваши добрые порывы вскоре окупятся. Особенно не нужно сожалеть сегодня о потерях. То, что утрачено сегодня, не особенно вам нужно на самом деле. Также обязательно сегодня, 7 октября, следите за информацией, которая поступает к вам. Возможно, она понадобится для увеличения денежного дохода в самом ближайшем будущем. Сегодня вы можете продолжать планировать на предстоящий лунный месяц. Также обращаем ваше внимание, что если есть время и возможности, обязательно сегодня займитесь саморазвитием. Ваше тело в этот день набирает жизненную энергию на весь лунный месяц. Поэтому ваше здоровье, а также питание, физические нагрузки старайтесь скорректировать, и чтобы это было только во благо вашему физическому телу. Также этот день особенно благоприятен для перемен, для переездов и начала новых дел. Также сегодня избегайте конфликтов, вспышек эмоций и ссор. Сегодня старайтесь всем нести позитив, будьте максимально щедрыми на добро в этот день. Едете в маршрутке, улыбайтесь, говорите какие-то добрые, хорошие слова. Пришли на работу, обязательно всем улыбнитесь, поприветствуйте, скажите о том, что сегодня прекрасный день и как вы желаете кому-то всего самого лучшего. Говорите те слова, которые идут от вашего сердца. Даже если с вами начальник сегодня поздоровался, ему также взамен улыбнитесь и скажите хорошие, добрые слова. И сегодня вы можете провести одну денежную практику. Этот лунный день предполагает именно проведение такого ритуала. Для того, чтобы привлечь конкретную сумму денег, сегодня, 7 октября, в кошелек положите горчичные зерна. Но число кратное 3. И после этого четко произнесите желаемую сумму. И носите эти горчичные зерна до тех пор, пока сумма не поступит в ваш кошелек. И сегодня вы также сделать можете практику на привлечение успеха. Как это мы ее делаем? Берем равные части сахара и крупной столовой соли. Насыпаем их рядом в одинаковые кучки. Соль сыпем в ладонь
и бросаем в канализацию, например, в унитаз. А вот кучку сахара нужно добавить в воду, размешать и немедленно выпейте. После того, как выпьете сладкую водичку, обязательно скажите: со сладким вкусом успеха я надеюсь из ничего получить все. Вот такой, друзья, у нас с вами день и такие практики, которые вы можете провести именно сегодня в этот день. А мы вам всем желаем, чтобы ваш день 7 октября прошел великолепно, чудесно и волшебно.